Привет всем! Вот решил сегодня сделать рульку в пиве. Кто-то это вепрево колено называет, но вообще это просто вот берем рульку и со специями вывариваем в пиве. Значит, что нам надо? Я взял рульку, отделил ее от кости, но по сути делают ее с костью, варят. Ну, я решил пойти дальше. В моем варианте я буду делать без кости и с небольшими кусочками мяса с грудинки, с задней части. Сейчас для того, чтобы подготовить под варку, я просто с солью и просто, как что называется, варить я не буду. Поэтому я сейчас обработал рульку, вынул кость, почистил, промыл и подготовил из специй. Значит, я буду просаливать со специями, куда будут входить. Чеснока свежего я взял 15 грамм на килограмм. Перца черного 2 грамма на килограмм, перца душистого 1 грамм на килограмм и зиры 1,5 грамма. Все это я измельчил в кофемолке до однородной массы. И соли, значит, по соли и сахару я буду брать так, стандартно. 10 грамм нитритной, 10 поваренной и сахара 5 грамм. И все это я буду сейчас хорошенечко просыпать. Что нам надо, что нам важно? Важно, почему свежий чеснок? Потому что нам нужна ароматика. А соль со специями это для того, чтобы мясо промариновалось. То есть она в мясе появился какой-то вкус. Вот на этом этапе сейчас я вмешиваю специи с солью. Протираю все хорошенько, вмешиваю чеснок. Чеснок я измельчать не буду, я его просто промну, и он у меня будет отдавать ароматику. То есть я заморачиваться там в мелкие фракции его не буду. То есть мне важно получить сейчас в маринаде очень яркий вкус, запах чеснока. Рульку со специями, солью, сахаром, чесноком я завакуумировал и сейчас отправлю в холодильник на сутки-двое на температуру плюс 2, плюс 4 градуса, а потом будем эту рульку вязать и варить в пиве и будем пробовать. Ну что, прошло 3 дня. Наша рулька промариновалась. Сейчас мы будем ее вязать. Для того, чтобы сварить ее в пиве. О, запахи суперские. Вообще вот каждый раз поражаюсь, какой же приятный вкус маринованного мяса. Так, ну и соответственно сейчас мы это все свяжем. Вот. Сейчас я еще несколько раз провяжу, чтобы было более плотно. И сделаю крючочек. Для чего? Для того, что я хочу после варки еще прокоптить. То есть можно пойти двумя путями. Можно обжаривать, сделать поверхность лакированную, смазав
соусом приготовленным. Но в моем случае я хочу прокоптить, чтобы вот был такой вот хмельной копченый вкус. Ну что, начинаем варить. Значит, я буду использовать два контроллера. Один контроллер у меня будет поддерживать температуру, второй контроллер, датчик контроллера, будет у меня вставлен в мясо. Вот такой кусманчик получился. Сейчас я устанавливаю датчик по центру. Значит, в каком режиме у нас будет происходить варка. Значит, варить я буду до температуры 71 градуса внутри нашей рульки, а температуру поддерживать где-то в районе 82 градусов. Но если у вас нету контроллеров и датчиков, то это доводите до кипения, а дальше ставите на медленный огонь, и 3 часа рулька будет вариться. Значит, по пиву все берут разное пиво, но тут в основном основа что у нас? У нас должна быть ароматика пива. Поэтому я беру обычное светлое пиво. Если мне не хватает объема, я этот объем доливаю обычной кипяченой водой. Ну, поскольку сейчас варю небольшое количество, одну рульку, мне будет достаточно, чтобы покрылась она, была целиком в пиве, в жидкости. По специям у меня еще 3-4 лавровых листа и 7-8 гвоздичек. Все, больше по специям я ничего добавлять не буду. Ну, кто делает вепревое колено, они добавляют еще лук, морковь. Я чисто делаю рульку в пиве. Прошло 3 часа, ну чуть больше. Кто будет делать без датчиков, 3-3,5 часа будет достаточно, чтобы внутри рульки температура стала 71 градус. Это нормально, на медленном огне. Соответственно, сейчас вынимаем датчик наш и будем вывешивать на сушку в коптильню. Вот я перевесил сейчас в коптильню рульку. Выставлю температуру в коптильне 60 градусов на сушку. А потом будем коптить где-то минут 15-20 при температуре 85 градусов. Рулька просохла, и начинаю коптить буквально 20 минут при температуре 85 градусов. Ну что, дорогие мои, вот у меня в гостях сейчас друг Игорь. Привет. Включился холодильник. Да. Теперь же мы не знаем, кто друг холодильника и я. Но, кстати, рулька, которая делалась в пиве, она поспела. И как раз к тому, что поспела, и поспел Игорек. А я поспеваю всегда с поспевшим. Да. Соответственно, поскольку это рулька в пиве, или оно же вепрево колено, то его надо теплым, правильно? Да. Ну, кто знает, что такое было вепрево колено? А вепрево колено, вначале я рассказывал для истории, да, это уважают очень у нас болгары. Так оно? Чехи, Словакия, болгары, да. Но они делают в основном на кости, но я изгольнулся, кость убрал. Сделал своей интерпретацией. Без понятия, что получилось. Сейчас будем пробовать. То есть кость сама, по сути, она придает некую вкусовые, вот когда она вываривается, да? Ну, я думаю, что и без кости она не хуже должна получиться.
Но мы попробуем. То есть вопрос, вот когда панчетта делается, да, вот вкусовые панчетты. Ну, в панчете жира немножко побольше, а здесь все-таки, вот, я смотрю, одно мясо практически. Да, здесь я, конечно, полностью решил рецептуру Мне кажется, изменить. И больше здесь воткнул, конечно, мясо. А ты рассказывал, какое пиво ты использовал для этого? Пиво использовал, да, обычное светлое, но кто как использует, кто использует темное, но оно же для ароматики в основном идет. Ну, можно же, если получится это в светлом, можно и в темном попробовать. Да, то есть вопрос, как мы уже говорили, то Вопрос с ваших откликов. Чего вы пожелаете? Все для вас. и обсуждали вот недавно с Игорем, что попробовать сделать экспериментальный вариант На пиве. на пиве. Но речь была с костью, была рулька. Именно с костью, да, но я решил пойти дальше, сделать ее такую постную. Ага, я понял, это вариант лайтовый для женщин, чтобы называется, не мучиться с костями. Да. Просто нарезал ее, да, вот, конечно, веревками я Устарался. замутил, конечно, с веревками, лишних, конечно, понавязал, но хотелось покрепче. Ты уже налил? Может быть, да, может быть, как-то Давайте это дело... рубанем, да? Может быть, это... Нет, ну ты уже освободи от пута. Давай, может быть... Вот, все уже готово. Все, да, практически я все. Давай я мусор выброшу. Да, и ладно, сейчас оставим на краю стола. Это не принципиально. Ну, пока она теплая, режем, да? Ну, у нас получается, смотри, теплое, я даже не знаю, как это сказать, теплое колено с самодельным настойкой. Точно. А кто ее делает, да? Да, делают, называется властники. И властницы. Ну, О, режется красиво. о, А что это? чесночок. О, чесночок зелененький стал. Да, вот такая. Смотри, и потекло. Ух, блин, сочная какая. Сочная, да, но она в пиве. Это, видимо... Обалдеть. Давай, не знаю, визуально очень хорошо. Давай посмотрим, что на вкус. Давай. Так, как ее будем Ну, кроить? на 4 сделай. Давай четвертями. Давай. Да, кусочки маленькие. Мне вот это отрежь, я хочу шкурку попробовать. Доварилась или нет? Ну, вообще, на самом деле, как она идет. Офигеть. Ну что, я первый? Давай. Чеснок хорошо идет. Ярко слышно. Чеснок яркий. А мясо? Мясо мягкое. Шкурка мягкая, но упругая, то есть прожевывать надо. Но шкурка хорошая. Если можно, знаешь, как это сделать? Если чеснока кому-то вот не нравится яркий, вот такой прям совсем яркий чеснок, можно поменьше положить. Здесь очень хорошо яркий чеснок. Мне такие нравятся. А вот именно вкус отдушка пивная чувствуется? Нет. Вот есть ли смысл вообще варить в пиве? Я не слышу. Вот именно пиво чеснок забивает. Но это Очень ты чеснока много. кусочек взял именно с количеством. Давай попробуем. Меньше, где вот возьми. Но может быть пиво, я не знаю, Кирюх, может быть, если ты делать ее в обычном в стандартном виде, может быть, она получается суше или глуше ли. Можно варить просто в воде, например. Мне кажется, что, ну, слушай, сейчас иной раз вода стоит дороже, чем пиво. Поэтому я считаю, что если пиво не дает вот такого яркого, выраженного вот своего пивного Нет, есть. осадка, попробуй я без бы продолжал чеснока. делать. Попробуй без чеснока, есть отдушка А что? хмельная. Именно хмеля. Знаешь, можно на что попробовать? Сделать в ипе вот это Indian Pale двойного охмеления, оно горькое пиво. И может быть оно даст немножко сюда вот этого, оно более яркое. Можно попробовать это сделать. Но я хочу сказать, я не знаю, кому ты будешь это все посылать, своим зрителям. Мне кажется, они нам сейчас завидуют. Но вещь вкусная. Вещь очень вкусная, да, особенно когда теплая, исключительно. Я не знаю, у тебя все хорошо получается, чтобы не коснулось. Но как вариант вот это в пиве варить, да, то есть оно... Я хочу сказать вот этим твоим зрителям, ну, я здесь человек случайный абсолютно, да, просто проект сказал, заезжай, я заехал, что есть надо здоровую
наполнение всякими улучшителями, вкуснителями, цветообразователями, уж я не знаю, как это называется. Ешьте нормальную здоровую пищу, не важно, сколько она стоит, важно, кто ее делает. Ну, За это- руки, называется, профессионалов. Вкусно, на самом деле, да, очень вкусно. Ну что, дорогие мои, Не знаю, насколько вы дорогие и сколько это стоит, и сколько стоит ваше внимание, но вещь вкусная, попробуйте, сделайте или оцените. ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы будем дальше снимать и показывать. Спрашивайте адрес, я вам за недорого скажу, куда ехать. Ваше здоровье. Ваше.